Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас вторая лекция, которую мы хотим посвятить нашим достижениям в области применения клеточных технологий и тканевой инженерии при повреждении спинного мозга человека. Мы хотим остановиться на анализе 15-летней истории клинического применения этих технологий и хотим, в общем-то, проиллюстрировать вам этой лекции о том, чем мы занимаемся и чего мы за эти годы достигли. Ну, сначала поговорим об истории проблемы, о тех препаратах, которые мы используем, и о тех механизмах действия, которые есть у этих препаратов. Началась история в 1994 году, когда была организована лаборатория высоких технологий при нейтрансплантологии искусственных органов по межведомственному соглашению Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел. Была создана лаборатория высоких технологий, где я, профессор Брюховецкий, являлся ее руководителем. Лаборатория располагалась на базе Института трансплантологии. С того времени мы начали исследование этой проблемы. Проблему разрабатывали для нужд Министерства обороны лечения боевой травмы головного мозга человека, так как тогда, в общем-то, было достаточно активно шли боевые действия, заканчивался Афганистан, было огромное количество больных, раненых и так дальше. И мы, в общем-то, вот на этой схеме видим, что мы развивали эту технологию достаточно самостоятельно. Сначала работали с Геннадием Тихоновичем Сухих, потом работали с институтом экспериментальной, работали с институтом Сербского. Сегодня мы работаем самостоятельно, и уже практически с 2002 года мы самостоятельно ведем эту тематику, и вот это основные вехи этого проекта. До 2002 года мы применяли достаточно широко фетальные клетки, то есть клетки, полученные из эмбриона человека, но после 2002 года, когда был введен официальный запрет на применение технологий, мы применяем только собственные клетки человека. Это гемопоэтические стволовые клетки, как собственные, так и близкородственные, нейральные стволовые клетки, нейроглиальные клетки, обонятельные выстилки и мезенхимальные стволовые клетки. Нами разработана авторская программа получения гемопоэтических стволовых клеток и предшественников гемопоэтических стволовых клеток у человека. То есть вот на этой схеме мы видим, как, собственно, происходит мобилизация клеток колониестимулирующим фактором, их сбор, криоконсервация и, собственно, применение. Мы обладаем собственным препаратом, который мы разработали для этих целей. Обычный препарат гемопоэтических стволовых клеток идет активация колониестимулирующим фактором, и препарат забирается на 6-7 день. Получаются хорошие гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации костного мозга. Мы забираем клетки на 4-5 день, и у нас преимущественно предшественники, прекурсоры этих клеток. И вот ниже здесь представлены, собственно, их отличия маркеров клеточной поверхности. То есть наш препарат очень специфичен, и он по-другому работает. Более того, мы отработали технологию забора обонятельной выстилки носа, из нее приготовления стволовых клеток. И вот мы показываем, что сегодня мы располагаем арсеналом практически любых клеток нервной ткани. Это могут быть нейроны, это могут быть олигодендроциты, могут быть астроциты, это могут быть клетки выстилки эпителия. И мы, в общем-то, спокойно можем раскультивировать и получить любой вид препарата. Соответственно, мы отработали за эти годы, достаточно серьезно подошли к этой ситуации, и у нас разработаны пути введения. Мы их вводим как непосредственно в мозг при хирургической операции, мы можем вводить их в желудочки мозга, мы можем вводить их в ликварное пространство, можем вводить их в сосуды. И мы четко увидели, что куда бы мы ни вводили, эти клетки всегда сами мигрируют в зону повреждения. И вот мы показываем, клетки, введенные в ликвор, формируют вот такие конгломераты. После этого формируется мягкая мозговая оболочка. На том месте, где они садятся на мозг, формируется, вот она, видите, мягкая мозговая оболочка. И дальше клетки мигрируют в зону повреждения. То есть за них не надо думать. Механизм направленного транспорта абсолютно описан американскими молекулярными биологами,
что зона патологии имеет рецептор CDF1-альфа, а стволовая клетка имеет рецептор CECX4. И он как ключ к замку подходит, и поэтому стволовая клетка всегда сама придет к зоне повреждения, и за ней не надо думать. И вот мы видим, как они мигрируют, эти клетки, в зону повреждения. И именно вот этот ключевой механизм является определяющим. Описано еще более 20 механизмов, но мы остановимся только на одном, чтобы не загромождать идею. Придя к клетке в зоне повреждения, начинают вырабатывать определенные цитокины, то есть биологически активные вещества, а также нейротрофические факторы. Доподлинно известно, что делают, собственно, клетки в спинном мозге. То есть они формируют новые синаптические окончания. Вот вы их видите, синенькие. То есть, и благодаря этому формируется как бы обходной байпас, то есть коллатеральная иннервация. И это главный и основной механизм действия, собственно, стволовых клеток, которые мы туда вводим. Схема действия тканевой инженерии была придумана как возможность реализации. То есть клетки, приходя в большое повреждение, они практически не задерживались там. И мы видели, что при большом повреждении, больше 50% спинного мозга, байпас установить было практически невозможно. И тогда была реализована идея, что если взять эти клетки и поместить их не просто изолированно, а поместить их в матриксе, в сферогеле, который мы придумали сами и разработали в Институте трансплантологии искусственных органов, то эти клетки могут очень долго там удерживаться, до 8-10 месяцев. Более того, они питаются этим гелем и могут жить в нем долго. Они также вырабатывают нейротрофины, они также вырабатывают цитокины, и эти клетки формируют также новые синаптические контакты. И они, помимо того, что способны организовать байпас, они способны также прорасти через зону повреждения. Когда эта концепция была сделана, то мы проверили ее сначала на котиках, потом эту технологию решено было сделать в математической модели, и нам помогли два профессора, профессор Роджерстон и профессор Каплунов из Манчестерского университета. Они вместе с нашим сотрудником очень серьезно прорабатывали эту ситуацию, была создана эта модель. Сферогель, инновационный матрикс для тканевой инженерии, был разработан мною совместно с профессором Севастьяновым, запатентован. И сегодня эта технология официально разрешена к клиническому применению. И это изделие имеет все разрешения для применения. То есть гель позволяет клеткам задержаться в этом месте, является их питанием и позволяет, в общем-то, 6-8 месяцев находиться в зоне повреждения и воздействия на нее. Более того, был создан биополимерный протокол как геля, так и биополимерная мембрана эластопоп, которой можно было закрыть этот гель, чтобы он не вытекал из зоны повреждения. Соответственно, мы отработали экспериментальные модели. Сначала работали на телятах, это в основном Институт трансплантологии искусственных органов. Мы брали кусочек ткани, мы пересаживали его, мы добавляли туда стволовые клетки, мы сращивали различные повреждения спинного мозга вот у теленка. И вы видите, мы подвешивали его на определенных этих спицах, чтобы он стоял, потому что телята даже с повреждением мозга должны обязательно стоять, они не могут лежать. И после этого отработали эти технологии на крысах. Мы моделировали травму у крысы и показали, что вот смотрите, вот здесь не использовалась технология тканевой инженерии и клеток, а вот здесь она использовалась. Мы видим, насколько по-разному эта ситуация. То есть мы отработали технологию биоинженерного моста, где был сферогель и крысы. И мы видим, как через зону сферогеля с клетками проползают, выходят вот они, эти пучки нейронов. Вот они стрелочками показаны. То есть мы это доказали, это отработали. И вот уже 15 лет мы применяем это в клинике. То есть идея нейрореставрации – это основная биотехнологическая платформа, которой мы сегодня занимаемся. Ну, здесь представлен наш опыт лечения травматической болезни и других нервных болезней, которые мы пролечили. То есть вот травматическая болезнь спинного мозга – это более 1714 историй болезни, 309 пациентов, в контрольной группе 88 пациентов. Мы взяли эту ограниченную группу из 309 пациентов, потому что это больные, которые в течение 5 лет, каждые 3 месяца, где бы они ни находились, они приезжали в клинику, мы делали им контрольные исследования,
И эти исследования запротоколированы, и мы имеем результаты отдаленные результаты этого наблюдения. Мы имеем как минимум 15 лет наблюдения за этими больными. Соответственно, мы показываем те нозологии больных, которые у нас лечились на лечении, показываем, в общем-то, их распределение. В основном это были мужчины с травмой, женщин было меньше. Применили 3 стратегии. Первая – консервативная стратегия, то есть когда повреждение было маленьким, мы использовали только клетки. То есть мы интратекально, спинномозговой канал, подводили клетки, которые воздействовали на эту зону. Хирургическая стратегия применялась тогда, когда травма была огромной, повреждение было огромное. В ряде случаев это был полный перерыв спинного мозга, у нас 3 человека таких были. И комбинированная стратегия, когда мы сочетали тканевую инженерию с консервативной терапией введения стволовых клеток. Их было больше всего, потому что мы увидели, что добавляя количество стволовых клеток, мы улучшали эффективность результатов, полученных при лечении. Вот мы показываем, как распределились больные с неврологическими заболеваниями в зависимости от различной стратегии. То есть травматическая, то есть клеточной консервативной стратегии подверглось 220 пациентов, хирургической стратегии 47, комбинированные, соответственно, остальные пациенты. За 15 лет лечения клинику посетили инвалиды-спинальники более 50 стран мира. И мы, в общем-то, практически с большинством из них поддерживаем какие-то отношения. Анализ эффективности этих пациентов показал, что несмотря на то, что мы брали самые бесперспективные группу больных, от которых, в принципе, отказались все, мы показали, что ухудшение было отмечено только у 6 больных, и то эти ухудшения были связаны не с введением клеточных препаратов, а в основном с реабилитационной программой и недостатком реабилитационной программы. То есть кто-то в результате чрезмерных тренировок, в общем-то, поломал ногу, у кого-то, в общем-то, появились какие-то другие вещи. Не было эффекта у 85 пациентов. Но это связано с тем, что травмы брали независимо от возраста. У нас были больные даже через 30 лет после травмы, у которых появились какие-то результаты. Эффективность оценивали сами больные. Эффективность лечения отмечена вот из этих 309 пациентов у 165 пациентов. Притом это достаточно хорошая эффективность. Высокая эффективность 53 пациента. То есть когда больной стал ходить, когда у него полностью восстановилась чувствительность, когда у него полностью восстановилась функция тазовых органов, этих вот больных мы отмечали как высокоэффективных, высокочувствительных. Дизайн нашего исследовательского протокола был следующий. То есть мы брали больного, его обследовали, смотрели, что и как, забирали у него гемопоэтические стволовые клетки, делали введение их интратекальное, применяли реабилитацию, и после этого больной каждые 3 месяца приезжал на введение клеток и проведение специализированной реабилитации. Интракальная инфузия, вот я здесь демонстрирую, как мы делали, мы вводили клетки именно в спинномозговой канал, после этого делали весь комплекс специализированной реабилитации. Поскольку мы уже так давно занимаемся этой проблемой, то у нас создан определенный алгоритм восстановления этих функций, потому что мы понимаем, что клетки не лечат. Клетки всего лишь создают синаптические контакты. Они создают лишь условия, в которых упорный труд и реабилитация позволяют создать новую функцию. Анализ эффективности терапии, которую проводили мы просто используя реабилитацию, показывает, что практически не было эффекта из 88 пациентов, в 36,2% случаев. Эффективность некоторые отмечали даже в 24% случаев. То есть мы видим, насколько применение клеточных технологий более эффективно, нежели без их применения. Вот этот слайд отражает общую эффективность терапии повреждений спинного мозга, мобилизованной аутологическими стволовыми клетками. Вы видите, соответственно, что в 72% случаев вот эта контрольная группа нет эффекта. И в то же время позитивный эффект, видите, отмечен практически в 57,4% случаев. То есть очевидность терапии, она, в общем-то, понятна, известна. И, то есть позитивный эффект 57,4% случаев. Динамика восстановления моторных функций
обычно восстанавливается где-то ко 2-му году. Не у всех. Мы не можем сегодня сказать, сможем ли спрогнозировать эти вещи. Все зависит от степени повреждения, от объема повреждения, от давности повреждения. И, соответственно, восстановление моторной функции возможно. Общую эффективность чувствительности мы ответили вот на данном слайде. И мы отмечаем, что позитивный эффект восстановления чувствительности отметен в 38,8% случаев. Эти данные мы опубликовали в журнале Cell Transplantation, и при желании в 2012 году вы сможете ознакомиться с этой статьей в хорошем рецензированном журнале и увидеть, в общем-то, наше представление. Но одно дело человек говорит, что ему лучше, другое дело объективные показатели. Вот здесь я показываю результаты лечения наших больных, нейрофизиологические результаты. Вот до лечения мы взяли больного, на электронейромиографии была полностью сплошная полоса. И посмотрите, вот мы показываем 8 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев. И вот 18 месяцев мы видим, как восстановилась нормальная активность электронейрофизиологическая. Та же самая ситуация с соматосенсорными вызванными потенциалами. Мы показываем, как восстанавливается в течение 17 месяцев появилось, в общем-то, восстановление этих изменений. Вот динамика изменения тоже электронейромиографических соматосенсорных вызванных потенциалов. Вот посмотрите, с чего начинали и посмотрите, к чему пришли. То есть мы показываем, как за 4 года нам удалось полностью восстановить все чувствительности вот у конкретного больного. И аналогичная ситуация здесь. Мы показываем, что статистические изменения электронейромиографических показателей наступают не сразу, а где-то в течение 2-3 лет. Самое главное, есть очень объективная ситуация контроля. То есть восстановилась контроль головного мозга над сегментарными спинальными рефлексами после нашей терапии. И мы показываем, что вот до этого стимуляция показывала не было, H-рефлекса не было. И вот посмотрите, H-рефлекс уже, соответственно, после нашего лечения. То есть мы видим именно восстановление моторного контроля коры головного мозга над ниже лежащими участками мозга. Та же самая ситуация мы показываем с соматосенсорными вызванными показателями. Вот это норма. Мы показываем, вот посмотрите, вот это классический вариант нормы, вот так это выглядит. Вот так это выглядит у нашего больного с нарушениями чувствительности при электронейромиографии. И посмотрите, как нам удалось это сделать. Это результаты больной из Канады, которую мы взяли практически полностью обездвиженная, на уровне повреждений было на уровне C5, C6. И после 2 лет клеточной терапии нам удалось практически восстановить все виды чувствительности у нее. Мы делали результаты исследований церебрального картирования и показали, насколько растет позитивный эффект при исследовании электроэнцефалографии и картирования. Более того, мы говорим, восстанавливается функция тазовых органов. Мы четко показали возможность восстановления функции мочеиспускания, дефекации практически в 50% случаев у этих больных. Комплексное уродинамическое исследование подтвердило наши, в общем-то, параметры. Видите, уже с августа по октябрь у человека практически восстановилась уродинамический контроль над мочеиспусканием. Наш опыт тканевой инженерии достаточно большой. Мы порядка 50 человек на тканевую инженерию взяли еще с использованием фетальных тканей. Но здесь я остановлюсь именно на тканевой инженерии головного мозга с использованием собственных стволовых клеток. Мы применяли эту технологию практически с 2003 года, пролечили 52 человека. То есть мы создавали искусственную нервную ткань, и эта работа практически не имеет мировых аналогов. Данные ее представлялись почти на всех ведущих зарубежных конгрессах и конференциях, где мы демонстрировали наши возможности по созданию искусственной нервной ткани. Ну, здесь 50 пациентов, уже 52, 164 истории болезни. Мы показываем, что это были преимущественно мужчины. Вы видите самый различный уровень: шейный, грудной, поясничный. Протокол был точно такой же, как и при консервативной терапии.
То есть мы обследовали больного, делали тканевую инженерию, имплантировали ему гель с нашими клетками, и, соответственно, потом больной приезжал на реабилитацию, и ему проводилось лечение. Мы называем эту технологию нейропротезирования, она также запатентована, и мы достаточно широко ее применили вот у 52 человек. Принцип заключался в том, что мы сначала вскрывали кисту в спинном мозге, дренировали ее, после этого дополняли гель с клетками и делали еще эндоскопическую ревизию. Ну, вот мы показываем, вот эта киста, вот мы ее вскрыли, вот мы положили сюда гель с клетками, сверху положили мембрану эластопоп и закрыли. Вот интересный случай, когда мы взяли больного через 10 лет после травмы, у него прямо на спинном мозге был огромный известковый камень, который мы сняли, и практически в зону этого камня положили трансплантат из сферогеля с нейральными и гемопоэтическими стволовыми клетками. Посмотрите, вот он, эта зона, вот он положен гель, мы его закрыли сверху. Посмотрите, через 2 года мы реоперировали этого больного и увидели полное восстановление анатомии спинного мозга у этого человека. Здесь представлены результаты исследования по шкале Эйша, где мы видим, что у большинства больных отмечена позитивная динамика из А в С, из А в Б, из Б в С, из А в С. Это говорит о том, что пациенты действительно реально восстанавливаются. Не все, но достаточно много. На МРТ мы видим эти изменения. Здесь есть особенность. Сферогель на МРТ не контрастен. И поэтому, когда мы видим, особенно в начальных этапах, мы четко видим, что, ну, казалось бы, ничего не изменилось после операции. Со временем гель замещается собственными клетками, и мы видим результаты. Это данные электронейромиографических исследований, которые также подтверждают восстановление электрической импульсации. Это комплексное уродинамическое исследование. Через год больного мы показываем, что после тяжелейшего повреждения спинного мозга больному был выполнен тканевой инженерии, у него практически полностью восстановилась функция тазовых органов. Да, он не стал ходить, но он контролирует мочу, у него восстановилась чувствительность, и он очень доволен результатами этого лечения. Мы практически полностью защитили патентами эту технологию, и в 2017 году получено подтверждение патентного ведомства США. На эту технологию получен патент в США, и мы очень горды тем, что эта технология запатентована в Америке, и ей собираются, в общем-то, активно заниматься. Наша команда и международные партнеры по этому проекту достаточно большие. Мы взаимодействовали с американскими исследователями, мы взаимодействовали с китайскими исследователями по этому проекту и получили достаточно позитивные отзывы на нашу работу. Спасибо за внимание. Думаю, вам было интересно.